Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видеоуроке я покажу вам, как можно использовать различные маленькие клубочки, которые у вас остались, и что из них можно связать. То есть здесь понадобятся остатки пряжи, из которых можно связать даже плед, наволочку на подушку. То есть мы будем вязать такие маленькие кругляши макарони. Ну, макаронс, они чем-то похожи на макаронс. И я покажу, как вывязать их и как красиво соединить между собой. Итак, приступаем. В работе у меня остатки пряжи Yarnart джинс. Это хлопок наполовину с акрилом. И крючок номер 2,5. Итак, делаем узелок и набираем 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, 5. Потом в первую нашу провязанную воздушную петлю мы заходим крючком и соединительной петлей закрываем в круг. Вот у нас получается такой круг. Набираем 5 воздушных петель. 3, 4, 5. 3 накида и в кольцо. Нам необходимо провязать 20 таких столбиков с 3 накидами. Первые 5 воздушных петель мы считаем как первый столбик с 3 накидами. Должно получиться вот такое, оно у нас будет закругляться, так и должно. То есть наш круг не должен быть идеально ровным, но будет такой вот небольшой пухляж. Вот, вяжите самостоятельно остальные столбики с 3 накидами. Мы потом соединим их. Закроем первый ряд, покажу как. Итак, смотрите, когда мы связали 20 столбиков с 3 накидами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Теперь вы обязательно считаем. Идем под петлю, которая между первым и вторым столбиком у нас. И соединительной петлей мы закрываем первый ряд. То есть вот такое вот у вас не круглое, а вот такой вот пончик должен получиться. Далее набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Делаем накид. И в соседнюю петлю провязываем столбик с 1 накидом. Далее делаем накид. И не довязывая этот столбик, то есть мы будем провязывать по 2 столбика с 1 накидом, но с одной вершиной. Вот в начале он такой вот здесь вместо первого столбика мы не 3 воздушные петли, а 2 провязали. И далее мы провязываем первый столбик, у нас идет, не довязали его, потом второй столбик, тоже мы его не довязали, провязываем вместе. По 2 столбика с 1 накидом, но вершина у них одна. То есть вот мы первый не довязали, второй, когда 3 петли на крючке, мы провязываем их вместе. Идем, вяжем до конца ряда. И смотрите, остается у нас 2 последние петли. Мы провязываем первый столбик, не довязали его, и второй столбик. Не довязали, 3 петли вместе, провязываем их. И идем не в первую и не во вторую, а вот в эту петлю, которая у нас вот их общая вершина, можно сказать, соединительной петлей, еще одна петля, и обрезаем нашу нить. Все, когда ниточку обрезали, вытянули, спрятали наши хвостики. Опять же, все лишнее обрезали, и у нас получаются вот такие кругляши.
Вот это наша изнанка, вот это наша лицевая сторона. Видите, они похожи на макаронс, потому что у них вот такой вот край. И вот такие мелкие вот эти наши детальки, они соединяются между собой. Можно сделать различных цветов из всех ваших остатков маленьких клубочков. Можно соединить в красивый плед. Сейчас я вам покажу и скажу, как сосчитать, где правильно их присоединить. То есть мы вяжем еще один такой, не довязывая первый ряд, мы его присоединяем. Итак, смотрите, показываю, как соединить их в одно полотно. На этапе, когда вы вяжете первый ряд, вот вы провязали, вытягиваем петлю. И как здесь я считаю, я соединяю в двух местах, и между местами соединения у меня получается 4 вот эти вот полосочки, чтобы у нас идеально ровно все соединилось в одно полотно. То есть смотрите, раз, два, три, 4. Но так как мы в двух местах соединяем, то первую петлю мы вот так вот здесь зацепили, подтянули, сделали 3 накида, кольцо, вытянули. Я соединяю для надежности сразу 2 петли рядом. Опять же беру, вытягиваю нашу вот эту петлю и раз, два, три. И проверяйте, то есть чтобы вот эти вот раз, два, три, 4 полосы не были задействованы. Здесь 2 места соединения между полосами, здесь то же самое, раз, два. Так, сейчас мы провяжем 4 столбика с 3 накидами и присоединим к вот этой детальке. Смотрите, когда провязали после соединения раз, два, три, 4 столбика с 3 накидами, опять вытягиваем нашу петлю и раз, два, три, 4 считаем. И вот эта петля между длинными столбиками. Я соединяю так. И то есть и для надежности я соединяю 2 раза. Мне так удобнее. Они не очень болтаются. И получается, вытягиваем петлю. И снова. Раз, два, три. Все, довязываем этот ряд, чтобы итого у нас тоже получилось 20 вот этих вот столбиков с 3 накидами. Когда довязали, опять же, соединительной петлей между первым и вторым столбиком, набираем снова 2 воздушные петли, накид. И так как я вам показывала при вязании вот этого кругляша. То есть мы просто вместе провязываем с одной вершиной по 2 столбика с одним накидом. И в этих местах они тоже легко провязываются. Вот, смотрите. Раз. И здесь у нас вторая петля. С одной вершиной идем под следующую. Раз. И 2. Все, довязываем до конца. Здесь то же самое. И хорошо видны наши петли. Точно так, как я вам показывала при вязании вот этого макаронца. Я покажу готовый результат. Вот какой получается результат. То есть я соединила просто 4 детали. Вы таким же образом присоединяете другие. Смотрите, вообще не видно никакого соединения, как будто они просто воздушно склеены между собой. Вот наша изнанка, тоже красиво выглядит. Вот наше лицо. Если была вам полезна, от вас, пожалуйста, лайки. Всем пока-пока.